Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео я хочу показать, как мы проводим посев прекрасных однолетних цветов алисума и лобелии. Они уже много лет, каждый год украшают наши клумбы своей красотой. Лет 6 назад я на канале Сад Огород своими руками показывал, как мы сеем эти цветы. И вот короткий фрагмент 6-летней давности. Тогда мы использовали способ посева в плошки с присыпанием песочком. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. Вот такой простой способ, однако он все-таки лучше подходит, если выращивать большое количество растений. Мы тогда занимались профессиональным выращиванием, выращивали десятки тысяч, сейчас же выращиваем сугубо для озеленения своей небольшой дачи. Поэтому для посева небольшого количества семян используем порезанные кассеты. Каждая кассета, каждый обрезок будет использоваться для посева одного какого-либо сорта. Нельзя разные сорта, во всяком случае нежелательно сеять в одну общую посуду. Какие-то могут сходить раньше, какие-то позже. Поэтому мы разделяем, кассету не жалко, можно использовать также по небольшим обрезкам в следующем году. Наполнили торфяным субстратом Классман, это один, на мой взгляд, из самых качественных торфяных субстратов. Также используем иногда Домофлор, Дурпету, Саулу и что-то подобное. И разложили семена. Вот это семена лобелии, вот это семена мультидрожже алисума. Лобелию мы будем сеять поверхностно, то есть разложили вот так вот поверхностно, можно немножко прижать, если есть необходимость. Мы не прижимаем. Сейчас прижмем все это водяной водно-воздушной смесью. И алисум. Смотрите, какие большие гранулы, дрожжи, потому что здесь по 5-6 семян алисума в одной дрожже. Так и будем потом выращивать, высаживать в горшок побольше, либо уже на клумбу вот таким одним пышным кустом. Очень, кстати, удобно. И алисум как раз таки нужно заглубить на 2-3 мм. Что мы давайте с вами сделаем. Во-первых, очень желательно, чтобы семена располагались как можно ближе к центру. Это позволит, когда получатся всходы, взойдут и будут развиваться растения соседние, они попозже начнут друг другу мешать. Если будут находиться, например, с этих краешков, то как только взойдут, они уже будут конкурировать друг с другом за освещение. Поэтому лучше их размещать как можно более центрово. И пальчиком аккуратненько заделываем. Все. Вообще, если коротко сказать, залог получения дружных всходов состоит из нескольких этапов. Во-первых, это качественные семена, которые имеют хорошую энергию прорастания. Во-вторых, это легкий грунт, через который семена с легкостью смогут пробиться при прорастании. В-третьих, это правильная глубина размещения семечки, то есть не перезаглубить, потому что иногда бывает, что настолько глубоко размещают семена, что им просто не хватает сил пробиться через поверхность грунта, которым их засыпали. Следующий момент – это полив. Вот полив – это один из самых важных этапов по успешности получения всходов, потому что именно влага пробуждает спящее семечко. Влага должна проникнуть к ядру, которое находится под жесткой оболочкой. Причем это касается всех семян, любых помидоров, огурцов. Все семена, на всех семенах ядро защищено оболочкой. Именно влага помогает размягчить эту оболочку, проникнуть к белку, которое под ней находится, и белок просыпается. Просыпаются жизненные процессы в спящем семени, и начинаются ростовые процессы. Вот в чем заключается роль проведения тщательного полива. Чуть-чуть не дольем, не хватит влаги, и семечко, ну, может быть, оно немножко условно, в кавычках говоря, перевернется на другой бок и опять продолжит свой сон и покой.
Поэтому поливаем так, чтобы оно действительно проснулось. Так как семена у нас дрожжированные, то пролив нужно осуществлять до такой степени, чтобы дрожжи размягчилось. Если семена не пересушенные, правильно хранились, то пока мы дополиваем кассету, уже первые будут размягченные. Уже оболочка растворится под воздействием влаги, и влага дойдет непосредственно до оболочки самой семечки. Немножечко смещаются, поэтому очень аккуратно нужно, нельзя сильно нажимать. Видите, как я легко нажимаю на рычаг, чтобы не сдвинулась семечко. Хотя сдвигается, честно говоря. Нельзя ни в коем случае использовать для проведения полива мелкосемянных растений, мелких семян, какое-нибудь устройство типа из бутылки поливать, либо лейки. Такие семена, их просто-напросто может затянуть в глубину. Это тот случай, о котором я говорил, что неправильный выбор заглубления. Вот смотрите, сейчас растворяется, прямо растворяется оболочка. Не знаю, насколько вам видно, но я очень надеюсь, что все-таки видно. Все, оболочка не будет мешать. Все, полив закончен, и теперь осталось только лишь накрыть посеянные и политые семена обрезками пленки. Очень это удобно. Раньше стеклом, но поскольку мы уже плошки не используем, а размер кассет разрезанных может варьироваться, быть маленьким, большим и так далее, на 15 ячеек, на 20, то нет смысла никаких стекол делать. Однако пленки прекрасно справляются со своей задачей, поэтому накрываем пленочками и размещаем все в посевном отсеке, в котором мы ставим все семена на проращивание в температурный режим 23-26 градусов. Вот до хорошего полива следующая важнейшая составляющая – это высокая температура 23-26 градусов. В совокупности вот эти два фактора и позволяют нам получать быстрые и дружные всходы. Сегодня 10 марта, раньше сеяли, бывало, в середине января, в феврале. И так случалось, что иногда и алисум, и лобелия перерастали. Так вот, если у вас вдруг такое случилось, друзья, то эти два цветка можно обрезать, можно подстригать в случае их перерастания. Еще часто такой вопрос можно услышать: зачем вы связываетесь с однолетними цветами, посейте, выращивайте многолетники. Однолетники имеют свою прелесть. Они совсем другие, чем многолетники, они цветут все лето и до морозов. Поэтому мы их и выращиваем каждый год. Это сделать несложно, это сделать интересно, и это просто доставляет удовольствие, чего вам всем и желаю. Еще желаю вам всем здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.